Всем большой привет! Если вы уже играете в музыкальном коллективе, то со временем у вас накапливается опыт разбора нужных вам песен. Ведь всем участникам группы надо знать партии своих инструментов, чтобы репетировать и затем где-то выступать со своей группой. С каждой новой песней вы развиваетесь и учитесь чему-то новому, и это развитие не имеет границ. А если вы пока еще не играете в группе, то к этому нужно стремиться и, соответственно, как-то готовиться. Ведь ударная установка создана именно для игры в музыкальной группе. Например, если вы хотите применять гоуст-ноты в своей игре, то в качестве конкретного примера вам подойдет песня группы РХЧП «Californication». Именно здесь барабанщик группы Чет Смит отлично показал, как красиво могут звучать гоуст-ноты на малом барабане в грувах. Базовый бит этой песни такой. А теперь добавим гоуст-ноты на малом барабане, и тогда получится бит, который звучит во вступлении и куплетах. Эти маленькие поддробки 16-ми и 32-ми гоуст-нотами как раз и создают наполненное звучание грува, что-то вроде перкуссии. Они должны звучать тихо, чтобы только подчеркивать основной рисунок. Их даже не всегда слышно в общем звучании группы. Акцентированные ноты на малом барабане можно играть просто громко в пластик. А можно делать эти акценты с помощью римшота. И еще один бит, он звучит в бридже и припевах. Ведущая рука переходит на тарелку райт. А значит, левой ногой можно играть хай-хет, например, четвертями. Чет Смит так и делает на концертах. И в нотах такие нюансы обычно не пишутся. Если у вас получаются эти два бита, значит половина дела сделана. Сейчас сыграю эту песню под минус, по ходу пьесы буду комментировать. Сначала идет гитарное вступление, дальше все части песни будут обозначаться буквами. Кстати, про такие обозначения формы мы говорили в 40-м выпуске. Оригинал песни записан без метронома, и темп иногда слегка плавает, впрочем, так же, как и в песне из предыдущего выпуска. Но это вполне нормально для живого звучания группы. В данной версии песни первый припев короткий, всего 4 такта. У перцев есть и другая студийная версия, где все припевы идут по 8 тактов.
Если вы послушаете пару версий этой песни с разных живых концертов, то заметите, что Чет Смит там играет более свободно, чем на студийной записи. В битах и заполнениях он слегка импровизирует, и это вполне нормально. И опять идет гитарное вступление, как в начале песни. Затем куплет, бридж и финальный припев. В этой песне главное запомнить, что вступление и куплеты играются ведущей рукой по хэту, а все остальное играется по тарелке райт. Еще важно правильно играть концовку припева, она же является кодой песни. Остается только запомнить последовательность частей и небольшие заполнения между этими частями. Для наглядности качайте ноты барабанной партии с нашего сайта прямо под этим выпуском в формате PDF. Там же есть звуковой файл этой барабанной партии, который также можно бесплатно скачать. Кстати, о применении Ghost Note есть еще материал в нашем 8-м выпуске. Ну а вообще такие ритмические украшения, как Ghost Note, можно делать буквально на всех музыкальных инструментах. Но добавлять их, как говорится, надо по вкусу. Ведь в какой-то музыке они могут быть и вовсе не нужны. Продолжим тему разбора барабанных партий в следующем выпуске.